Так, ну вот здесь, наверное, да? Вам будет красивые домики и дымки. Вон там самолет летит. Все, давайте остановлюсь здесь. Сейчас еще чуть-чуть. Опа! А при чем тут вода? Почему я провалился, а там вода? Странная история. Ну ладно, будем поосторожней. Хорошо, все, встаем. Вот так. Вот так. Будет вам и меня, и пейзаж видно, да? Пойдет так? Повыше, может, маленько. Как скажете. Давайте повыше поднимем. Опа. Проваливается, а там вода. Ну вот так. Добрый день, дорогие мои. Вышел специально сюда, потому что здесь сегодня очень красивые пейзажи, поскольку солнце, мороз, снег, зима. И вот они, наши русские домики с этими дымками. Очень красиво выглядит. И обычно, когда рисуют, добрый день, дорогие мои. Вот они, наши русские пейзажи на морозе, со снежком, с дымками, которые тянутся из труб. Точно такие рисуют на рождественских открытках. И поэтому мне приятно все это показать. Ой! Но что происходит? Интересно, я тут стою, проваливаюсь, а там вода. Вот что тут происходит. Давайте переставлюсь, а то непонятно. Нет, я понимаю, что почему там вода, но тем не менее там трещит лед, когда перепады такие температуры, и вода начинает из трещин выливаться. А поскольку здесь снег над нею, то она еще и не замерзает, не дает ей снег замерзнуть. Поэтому стою вроде на льду, он толстый, и тем не менее есть вода. Ну, речь не об этом. Я пришел с вами поговорить на тему о Чихачево и о том, что там происходит. И у меня есть маленькая, надеюсь, радостная новость, что пришло мне письмо из Следственного комитета, в котором говорится, что в данное время уголовные преследования Схия, Архимандрита и Аникия не проводятся. То есть, понимая вот этот язык юридический, казуистику этого языка, я могу сказать, что дело закрыли. Еще я не видел постановления, мне из Чихачева ничего не присылали. И пока не знаю, на самом деле так или нет. Но я думаю, что тот, кто ответил, мне знает, что там происходит. Понятно, что не сразу может быть прислано само постановление о прекращении уголовного дела, потому что сроки там, обжалования, все это может быть. Но меня тихо попросили дальше не жаловаться, потому что уголовного дела больше нет. Ну, примерно так. И это наводит на интересные мысли. И самое главное, дает нам повод поговорить, а что же на самом деле случилось.
И в Чихачево сейчас расценивают то, что случилось, как вполне положительный факт. То есть народу стало больше о Чихачево, узнали больше, показали Чихачево хорошенько, но не факт, что все уже закончилось. Потому что инициирующая сторона, на мой взгляд, все-таки была епархия. И епархия уголовное дело подтянула, чтобы сделать свои какие-то, не то что выводы, но чтобы самим какие-то меры принять, для того, чтобы отстранить, чтобы вот этот храм захватить, для того, чтобы тот поток, как им казалось, больших денег на себя направить или хотя бы получить от него часть, которая должна подкармливать епархию. У епархии дела плохо, народ не ходит, да и тут народ-то вообще-то нищий в Ивановской области. Поэтому на что они надеялись, непонятно, думая, что мы его уберем и тут все равно будут толпами и деньги нам принесут. Это не так. Народ не пойдет, потому что он сейчас едет именно к отцу Ионикию и именно на его служение. Это не какая-то обычная святыня, там, например, вот в Дивеево святыня Серафим Саровский. И туда будут ехать, какая бы настоятельница монастыря ни была, всем едут к Серафиму Саровскому. Или Троице-Сергиевская лавра. Ну и так далее. То есть здесь не к, можно так сказать, стационарной святыне едет народ, а конкретно к батюшке, который служит, который показывает чудеса. Эти чудеса укрепляют веру, эти чудеса помогают этим людям жить. Поэтому напрасно они думали, что все останется как есть. Больше того, они уже увидели. Храм-то закрыли, Никольский, старый храм так называемый, и время от времени открывая его, они не видят, что люди туда идут. Они просто не хотят. Кроме того, а как содержать этот храм, если ты лишился отношений с отцом Ионикием? Не знаю, как епархии выйдет, поскольку вот то, что мы слышали в разговоре вот этого представителя епархии с ребятами из епархии, как он говорил, да подпиши что-нибудь, вот главное, значит, мы же все в чем-то нибудь виноваты, надо в чем-нибудь покаяться, бумажку с печатью, с подписью, и все будет хорошо. Слушайте, когда мы каемся, вообще-то покаяние-то тайное бывает, публичные покаяния бывают, но даже они прощаются, и никто их не помнит. Зачем бумажка тебе с печатью, если ты покаяние хочешь из человека? Ну, приедь или уж дождись, когда он сможет приехать. Ну, покаяться тебе устно, и если это тебе нужно. Нет, нужна бумажка. Для чего? Самим защититься. Зачем они все это сделали? Вот, слава Богу, уголовное дело закроется, а им как? Они ведь растрезвонили, все, там преступник. Ефанов прямо на канале спас все, как говорится, секреты следствия и выдал. Хотя подписку такую же имел, как и все остальные свидетели, что нельзя ничего рассказывать. Вот для этого и не рассказывается. Вот поэтому и странно, что человек еще ни в чем не виноват, а его уже по всем каналам, по всем средствам, и уже преступник, и не знаю там, что творится. Поэтому у епархии-то есть простой выход. Как они говорят, ну подпиши, через 3 месяца все забудут. Ну выпустите указ, что все нормально, что мы разрешаем служить дальше. И все через месяц забудут, что вы тут скандал какой-то устроили. Нет никаких препятствий этому епископу. Епископ как запрещает, так и разрешает своим указом. Все эти суды, все эти комиссии и так далее, они же всего лишь совещательные, рекомендательные. Суд не может решить то, что не хочет епископ сделать и не сделает никогда епископ. То, что суд не решит вопреки его воле и наоборот. Поэтому вот сейчас хороший случай
пока все отложено, никаких судов не было, выпустить указ и забыть. Тем более, что сейчас есть хорошее постановление Синода, что не обязательно эти указы публиковать и выставлять на сайте. Даже запрещено Синодом сейчас все эти скандалы выставлять. Ну, вот так и поступите, да и все. Но вся эта история наводит на очень интересные мысли. И эти мысли о том, почему люди едут и почему им не организуют это паломничество. Ведь очень многие и священники, а я слышал и епископы, или там даже митрополиты, заявляют о том, что не надо ехать в Чихачево, сами ни разу тут не побывав, не узнав, что происходит, как тут принимают, что тут делается. Ну, надеюсь, теперь вот они увидят в разных видео, в том числе у Сергея Шалимова очень хорошо показано хозяйство и так далее, что ничего тут страшного не происходит. Обычная литургия, обычные молебны о здравии и обычный, необычный чудотворец, можно так. Такие есть, были, будут, и надо понимать, что это русская православная церковь. Если кто-то считает, что сейчас в церкви уже нет чудес и не должно быть, то есть Господь, вот, можно так сказать, начальным христианам чудеса показывал, чтобы их вовлечь вот в эту религию, в христианство вовлечь. А сейчас якобы нету на Западе никаких чудес, как бы не знают, потому что уже все вовлечены, все уже, значит, на том уровне, где чудеса не нужны. Ничего подобного. В русской православной церкви было, есть и будет. То, что чудеса эти появляются и будут привлекать новых и новых. Потому что мы русские, а русские, они эмоционального мышления. И им эти чудеса нужны. Они видят эти чудеса. Я не знаю, то ли действительно на Западе их нет, ну там нет благодати, нет и чудес, вот, то ли они рациональным умом и мышлением не могут их осознать. А мы эмоциональные, для нас это чудо. О, какая красота, вот какие, значит, просторы, вот как снег блестит, ну как вода из-под снега течет. И это все чудо. И я в это чудо веря умножаю свою веру в Бога, потому что это от Него это чудо. Так вот, я о чем главном-то хотел поговорить, что у Него организовано, вот кроме всего проживания и молебна, паломничество. А паломничество – это форма богослужения. Нам с вами Христос показал, как сам ходил по разным местам, апостолы ходили по разным местам. Апостолы, вот у нас апостол Андрей аж до Валаама поднялся от Иерусалима. И это все и есть паломничество. И паломничество всегда было составной частью богослужения. Вот наши пестяки. Я даже дом вон там могу показать. Значит, ходили в 911 году, пешком из Пестяков в Иерусалим. А потом еще и зашли на гору Афон. Как это? Привезли с Афона, значит, принесли такие иконы различные. И вот в том числе икону млекопитательницы есть с Афона в 2011 году. Зачем они ходили? А потому что паломничество – форма богослужения. Вот ты двигаешься к Богу, вот ты идешь, вот ты разговариваешь, вот ты думаешь, вот ты молишься, вот ты читаешь акафисты, каноны и так далее, когда едешь в это паломничество или идешь в это паломничество. И это богослужение. Оно организует людей, оно создает из них такие мини-общины, временные общины, которые после, причастившись этого чуда, к которому они двигаются, расходятся по своим храмам, по своим обителям, по своим городам и, укрепленные в вере, ходят в свои храмы и молятся дома, и получают то, что нужно. Поэтому
к паломничеству нужно относиться серьезно, точно так же, как к богослужению храмам. А, к сожалению, этого нет. Я вот перед тем, как выйти, еще раз посмотрел, а какие у нас паломнические службы действуют. Я-то в этом, честно, специалист. То есть я заканчивал специальную академию туризма и получил диплом менеджер туризма. Мы с митрополитом Петеримом организовывали кафедру, факультет паломничества и гостеприимства. Мы разрабатывали программы, мы разрабатывали обоснования, почему паломничество должно развиваться и где это паломничество. И я вам скажу, я просто от знакомых, кто занимается этим туризмом, паломничеством, знаю, что внутреннее паломничество, оно практически не сорганизовано, оно самодельное. То есть какие-то люди, вот еще верующие, сами когда-то приехали, понравилось, начали возить и скрипя, как говорится, еле-еле скрипя, все это делают. Доходов практически никаких нет у тех, кто это возит. Основной доход у тех, у транспортных компаний. Они получают. Иногда даже за некачественный транспорт получают эти деньги. Но как мы можем так это оставлять? Вот на произвол судьбы. Ну давайте бросим тогда храмы, пусть там кто хочет, как хочет, служит, кто хочет, как хочет. Мы же этого не делаем. А в чем паломничество вот в таком загоне или в таком недоделанном виде? И я скажу почему. Потому что не может патриархия к нему подойти профессионально. То есть попытки где-то разговаривать, собирать, а давайте под нас сделаем, они основываются в какой-то степени на экономических интересах. Ну, бывает так, что монастыри там или храмы сами начинают организовывать. Но это не профессионально с точки зрения, ну, давайте паломнического туризма назовем. Потому что в организацию не входят, в понимание, значит, как обращаться с этими не входят, в состояние этих людей, которые в это время в паломничестве находят, не входят. Поэтому основное паломничество у нас за рубеж. Вот можете сами поговорить с любой паломнической фирмой. Главное у нее прокорм — это то, что они возят в Иерусалим, возят на Афон, ну не на Афон, в Грецию, там, ну за рубеж. Вот основной доход. Хотя у нас в России огромный потенциал, вот просто, ну просто огромнейший потенциал того, что можно не только показывать, но и того, на чем можно иметь отношение с Богом. Как используется? Практически никак. Практически никак. И это и снижает количество интересующихся церкви, потому что было бы много паломничества, люди бы видели этот объем, люди бы знали, какие чудеса. И это, ну, в том числе и экономические церкви. Я понимаю, что как только ты входишь в официальную деятельность, так начинаются все проблемы с тем, что какие налоги платить. У нас не все с законодательством туристическим хорошо и правильно. Внутренний туризм слабо развивается, потому что вот экономическая составляющая его не проработана. Налоги очень большие. Почему за рубеж и дешевле отвезти, чем сюда? Потому что там сами все получат, деньги выдадут, только за транспорт заплатишь. А здесь придется вот во всем этом крутиться. Больше того, для того, чтобы получить некую государственную субсидию, а в позапрошлом году, например, она была очень существенная по туризму, там 450 миллиардов, по-моему, пытались разделить, но не смогли все, не все использовали. Но это деньги, и они дают возможность как-то вот улучшить свою деятельность с санаторием, там, каким-то туристическим фирмам, а паломнические никак не участвовали. Покажите мне хоть одну паломническую организацию, которая получила эти государственные субсидии. А почему нет? А потому что нет организации правильной.
Потому что государство для получения субсидий начинает требовать качества довоза, качество проживания, качество питания, качество обслуживания, правильное образование у тех, кто это делает, и все остальное. Поэтому, дорогие мои, это чудо, что у отца Ионаники вот такой в деревенский храм, стоящий где-то в глубине, не имеющий вокруг поселений, такое огромное паломничество, да еще и организовано проживание тех, кто хочет в нем задержаться. А это было тоже традицией. То есть у нас и раньше традиционно уезжали в Иерусалим и могли жить там по году, по полгода, даже богатые люди. Поэтому, дорогие мои, вот все, кто слышит и кто задумывается над этим, вот услышьте меня. Это, мне кажется, еще один повод нам с вами поговорить и порешать, как наладить, кроме богослужения, паломничество в России. Оно бы открыло просто чудесный мир православия, если бы оно осуществлялось. Одна из причин, почему не осуществляется, это ревность епископата и священничества. То есть я ощущаю, я понимаю, как вот священник живет, вдруг у него кто-то здесь собирается поехать куда-то к какому-то другому священнику и там что-то такое получить, а он чем хуже? Что это к нему не идут? Да давай я тогда скажу, давай я тогда не буду участвовать. И вот этого обмена между собой и своими чудесами, и своими возможностями нет у церкви-то. Нет, ну вот эти сорганизуют турагенты или гиды, это есть, а сами уж тем более из епархии в епархию митрополит какой-то решил, что у нас к вам будет паломничество, а у нас не будет. Они все смущаются, а вдруг приедут и скажут, а что это у нас-то не так? Мы-то что, вот не можем это сделать? У них есть, а у нас нет. И это скажут. Естественно, вот Ивановская область, она нищая, тут храмы еле-еле восстановленные, так, для богослужения. Все по-нищему, да еще вот митрополитами и епископами вот так грабится. Естественно, я еду в Нижегородскую, там все побогаче, или прихожу в Москву, и там такие храмы. Я приезжаю с претензией, и они этого боятся. Они этого боятся. Но мы-то не должны этого бояться. Мы должны обмениваться. Вот. Дай Бог, чтобы это все-таки случилось. Чтобы вот и эта вся ситуация в стране, и ситуация с отцом Ионикием показала нам, что может быть в любом храме вот такое, как в Чихачево, но его нет, потому что кто-то не применил нужное усердие. Кто-то не дослуживает, кто-то недолюбливает, кто-то что-то не доделывает. Так что, дорогие мои, пока поздравлять рано. Еще неизвестно, что епархия учудит. Вот. Но похоже, что государственная служба безопасности приняла правильное решение. И это, слава Богу, если это действительно так. И если вы в этом поучаствовали, то есть написали письма куда надо, как я вас просил, все остальное, то я вас поздравляю, что все-таки дело двигается. Здоровья всем, радости, ну и скоро крещение. Посмотрите мои ролики о крещении. Я думаю, вы что-то новое узнаете про него и будете нацелены на правильные празднования крещения и купания в проруби. Здоровья всем, радости. Аминь.